Моими героями, конечно, не героями, а люди, которые привлекали мое внимание и заслуживали подражания. Это были и наши прославленные борцы. Начиная от Поддубного, наверное, не знаю, то есть и читали, и знали, знаем историю. Ну, наши хоккеисты играли замечательно. То есть у каждого пацана был настольный хоккей, и каждый игрок на этом поле был подписан. Вы знаете, кто такой Федор Емельяненко? Да, это великий боец по дзюдо. Мне в нем нравилось, что он старался, побеждал. Я хочу быть Федором сильным. Чем сильным, похоже на Федора Емельяненко. Каждого ребенка, который в этом зале находится, вы спросите, и вам каждый ответит, что он хочет быть чемпионом. Чемпионом мира, олимпийским чемпионом. Но это все слова. Одни говорят и ничего не делают, а другие, может быть, не говорят, а молчат, но в голове у них созрел план, и они идут и работают. Была феноменальная целеустремленность, упертость. То есть он еще с детства говорит: я хочу стать чемпионом мира. И к этому он шел, долго шел, в отличие от остальных, которым удалось это легко и быстро. Мы тренировались в бомбоубежище. Запах пота, сырости. Двери были толстенные такие. Я прибежал, просунул голову, слышу там грохот такой. Ребята бросали друг друга, изучали броски. Но я только просунул голову, мне тренер, не знаю, как он меня заметил, слышу мой такой голос. Еще страшно было. Может, думаю, повернуть обратно, пока не поздно. И голос такой: Федор, заходи. Группа – это самые маленькие, которых мы набираем, новички, 2 класс. Только их привели, сентябрь-октябрь только набирали группу, маленькие, учимся кувыркаться, прыгать, бегать. Спортивный зал Александра Невского в Старом Осколе – такая же достопримечательность, как местные рудники и шоколадные конфеты. Фактически отсюда началась история непобедимого Федора Емельяненко. Наверное, знают все, кто такой Федор, потому что у нас уже пошло, у нас есть Федор. К нам он ближе, потому что мы борцы, он из нашего спортзала, как мы с ним в одном спортклассе учились. Понятно, что есть у нас еще Лебедев Денис, который сейчас выступает. Судя по всему, наверное, все-таки Федя более популярен. Староскол, значит, Федор. Вот. И у многих так. Вот. И спроси Староскол, бои Федор. Вот. Федор сделал наш город известным. В 11 лет Федор попадет в спортивный класс к тренеру по дзюдо Владимиру Воронову. На протяжении всей спортивной карьеры Емельяненко Воронов будет рядом. Именно он заложит ту основу, которая в будущем разовьется в особый стиль Емельяненко. Мы все друг друга знаем с детства. Практически все они выросли на моих глазах, когда я их всех помню детьми. И сильные, и слабые стороны, в принципе, каждого. В боксе был такой Мухаммед Али, его все знают. Его стиль было порхать как бабочка и жалить как оса. Но этому стилю все хотели подражать, но ни у кого это не получалось. Понимаете? То, что получается у Федора, это не факт, что получится у кого-то еще. Нужно уметь делать все. У нас универсальный вид спорта. Нужно и бороться, и боксировать, и лежа владеть ударной техникой, и проводить болевые приемы. То есть нужно уметь абсолютно все и уметь выходить против любого оппонента. Как о человеке, подающем надежды в спорте, о Емельяненко заговорят значительно позже. Долгое время Федора будут считать середнячком. Он не лучше и не хуже других. Физические данные не выдающиеся. У Емельяненко есть только одно преимущество, которое замечают все – характер. Раньше, в детстве, наверное, сильно переживал свои поражения, хотя их было подавляющее большинство. И старался, с одной стороны, меня это подстегивало к более
усердным тренировкам. С другой стороны, я сильно, наверное, переживал. Ну, на мой взгляд, если бы это был талант, этот бы талант проявился бы лет в 12, в 13, когда он пришел заниматься дзюдо. Талантливые их видно сразу. Он уже в 12-13 лет, они уже выигрывают и России, и Европы, и миры. Это действительно одаренные и талантливые. Но, тем не менее, Федор ничего не показал. Любой человек, любой профессиональный человек какой-то деятельности, он, конечно, особенный. Он отличается от других людей, от другой массы. Как бы, допустим, спортсмен, тем более, который профессионально занимается спортом, конечно, он будет отличаться. Он живет по-другому, чем обычный человек, скажем так, обычный обыватель. Дисциплина, предельная концентрация и невероятная работоспособность. До Емельяненко так не тренировался никто. Он работает с кувалдой и гирями, отжимая от груди до 180 килограммов. Выполняет упражнения на турнике. Вместе с командой выезжает в Белогорье. Холмистая местность идеально подходит для кроссов. Ежедневно он пробегает около 15 километров. В Кисловодске тренировки проходят в условиях разреженного воздуха. Утренняя тренировка начиналась с 6:30. Я приезжал без 5:06 в зал утра. То вот одинокий бегающий мальчик по стадиону, это был Федор. До 6:30 утра он уже бегал, остальные нет. Саша, наверное, из них был самый одаренный физически. Вот, Федя самый трудолюбивый. Вот. Ну, Ванька как-то, не знаю, мастер спорта он выполнил. Ну, скажем так, до высот братьев, ну, не добрался, не скажу ничего нового. Федор был поздний, физическое формирование к нему пришло ближе к армии и в армии. И все, что нужно отметить, что Федор как бы самозабвенно тренировался. У него была цель, это было сразу видно. Я много слушал, вернее, внимательно слушал своих тренеров, которые давали советы, как подходить. Не только как тренироваться, выполнять какие-то определенные нагрузки, физические нагрузки, но и как подходить к соревнованиям. То есть я копил потихонечку это годами. 97-й год. Федор Емельяненко демобилизован из армии. Ему нужно всего несколько месяцев, чтобы завоевать призовые места на главных площадках страны. Сначала он становится чемпионом России по дзюдо, затем бронзовым призером чемпионата России по самбо. Дальше берет серебро в боевом самбо. И в 99 году его приглашают в сборную страны. Но на пике карьеры он принимает решение уйти. Он был уже узнаваем, он был уже востребован как спортсмен. Вот. Он уже был членом сборной. Федор не от хорошей жизни пошел в бои. Уйти, когда у тебя вот есть уже в этом виде спорта есть и свои какие-то успехи, большие успехи, и уйти в никуда, это тяжелое решение. Это время было очень непростое, тяжелое было время. 90-е годы, недоедание, спорт. Он никому не нужен был, абсолютно. Федор женился, жена Маша родилась. И на те деньги существовать, будучи в олимпийской сборной, и чтобы пахать, нужно было средств в несколько раз больше. Тогда сколачивали капитал кто как мог и кто как умел в силу способностей. Бывшие спортсмены становились предпринимателями, ракетирами, уезжали за границу в поисках лучшей жизни. Кто-то начал с друзьями выпивать туда-сюда. Тем более это были годы, сами понимаете, тяжелейшие годы для нашей страны, но он остался в спорте. Вы знаете, когда я первый раз посмотрел бои, тогда еще американская версия, я посмотрел и понял, что, в принципе, я могу выступать, могу побеждать. Вот он решил: Михалыч, хочу вот поехать попробовать подраться. Вы представьте состоянием тренера, когда первый номер олимпийской сборной говорит: пойду в другой вид спорта, подерусь. И скажу так, 99%
тренеров. 1% являюсь я, яркий представитель, который сказал: давай, Федь, иди и пробуй. Ну, прикинь, когда он ушел, кто мне только не звонил, кто мне только что не обещал. Я имею в виду не того качества, позитива. На самом деле я хочу сказать, что практически его никто не поддержал, потому как, образно: Федя, ты куда? Тут все будет нормально, еще чуть-чуть потерпи, и все, заживет, все нормально будет. Вот. Но это все слова. Вот. А когда он начал бить этих олимпийских чемпионов в Японии, по вольной, там, по классике, по дзюдо, к тому же, неоднократно чемпионов мира он начал переворачивать. И все стали кричать: так Федор же наш. Федору Емельяненко чуть больше 20 лет. Переходить в таком возрасте в новый вид спорта равносильно самоубийству. Да, Федор владеет самбо и дзюдо, но этого недостаточно, чтобы выступать в смешанных единоборствах. В зале, когда пришел, первый раз его увидел, когда в зале бокса стоял вот такой вот горох, он последний стоял, здоровенная детина. Я подошел тогда к тренеру, был тренер Александр Васильевич Мечков, с ним занимался. И я его спросил, что это за крестьянский сын стоит. Он мне сказал: да это Федор Емельяненко, будет заниматься у нас боксом, хочет бои без правил. Ну, тогда я только посмеялся, что в таком возрасте на бокс уже не приходят, когда он пришел. Отдельного зала для тренировок нет, поэтому Федор занимается вместе с подростками. Тренируется в зале 9-го училища. Чемпион по боевому самбо и дзюдо наравне с 14-летними учится боксировать. Он приходил вместе с ребятишками, с детишками тренировался. Все, что делали они, все делал и он. Ну, естественно, и взрослые ребята приходили уже попозже с ним в парах постоять. Это все было. С ним было очень интересно работать. У него было желание, было стремление, поэтому, как говорят, на лету все схватывал. То, что я ему говорил, показывал, это он быстро все усваивал, и поэтому такой хороший у него прогресс получился в ударной технике. В Олимпийскую деревню на открытую тренировку Федора Емельяненко приходят смотреть как на захватывающее шоу. 2 часа без антракта он работает на пределе человеческих возможностей. Даже те, кто видит это не в первый раз, пребывают в глубоком потрясении. Сталкиваюсь в последнее время с такой стороной, что у ребят большое желание, но усилий прилагать к этому желанию не хочется. Усилия ровно до того момента, пока не начал уставать. А это ребята, которые действительно не выходят из зала, они делают все для своей победы. У Федора все больше и больше прорезаются тренерские нотки, что ли, будем так говорить. То есть он больше склонен подсказывать ребятам. Если, допустим, раньше с ними тренировался, допустим, в борьбе, я говорю: Федь, видишь, у меня не получается, подскажи. А он мне отвечал: а мне никто не подсказывал, я сам всему научился. То есть сейчас он наоборот здесь. Сегодня он самый сильный человек планеты. Легенда. Великий. Последний император. Как только не называют Емельяненко. С ним хотят сфотографироваться, взять автограф, пожать руку.
Федор никому не отказывает. Ты готов? Спасибо. И как будто не было тех лет, когда его осуждали за уход из сборной, когда он остался практически один, когда никто не верил, что его имя будет знать весь мир. Представьте, что человек в течение 10 лет, ребенок пошел в первый класс, закончил школу, а Федор Владимирович до сих пор бьет всех во всем мире. В весовой категории, где каждый случайный промах может закончиться нокаутом тяжелым, мы-то беремся в накладках, практически голые руки. И человек 10 лет перебил количество чемпионов самого разного планетарного масштаба. И такой показатель, я знаю, что пока Федор выступал, еще никто к нему даже и близко не приблизился. И причем многие пытались там что-то говорить про допинг. Все 10 лет у Федора брали допинг жесточайшим образом. Поэтому это было чисто на морально-волевых качествах, на местном продукте. Картошка, сало, хлеб. Выращенный в Белгородской области. Этот бой станет знаковым в карьере Емельяненко. На кону пояс чемпиона, на который претендует Федор Емельяненко и Антонио Родриго Ногейру, на тот момент считающийся непобедимым бойцом. Единогласным решением победу отдадут Федору. Уже ни у кого не будет сомнений. В мире смешанных единоборств появился новый чемпион. В прайде его кинули в жесточайшие условия. Его в прайде сразу кинули по 3-го номеру, 2-го и дали чемпиону. И он и все за один присест прошел. Всех, и они все случайно. И по нему, короче, запускали. Кого только не запускали, пока не поняли, что это надолго. Бои вживую, я не знаю, в последнее время начал только, вот, как Федя выходит на ринг, я с угла начал только иногда в последнее время поднимать голову. Слышу, закричали, радость. Думаю, ну слава богу, Федор выиграл. Соперники Емельяненко часто превосходят Федора по физическим показателям. Бой 2007 года с корейским гигантом Чхве Хонманом выглядел особенно зрелищным. Побеждает не тот, кто моложе, не тот, кто сильнее. Практически, кто-то чуть сильнее, кто-то чуть слабее, кто-то чуть быстрее, кто-то чуть медленнее. Это все ерунда. Бой может закончиться одним ударом. Он может даже быть слабее физически, чем он и есть. Но, как в песне поется, сила духа и сила воли. Это решает все. Он может в 2 раза меньше уметь, чем он умеет сейчас. Но благодаря тому, что у него воля, характер, он добьется цели все равно. Мне кажется, что он не думает, победит он, не победит, он просто применяет все то, что он умеет. Плюс свой ум, плюс интуицию, плюс те чувства, которые ему помогают увидеть те лазейки в обороне бойца, куда можно раз и пробить. Все это гениальное сочетание. За всю карьеру у Емельяненко ни одного проходного боя. Часто он входит в клетку сильно травмированным, но об этом знает лишь ближний круг. Сложный был бой с хорватом. У Федора в суставе большого пальца плавало несколько осколков, и он этой рукой стакан с водой поднять не мог. Не то, что выйти на поединок титульный. Да, он мне не рассказал, говорит, болят руки, сил нет. Руки это, знаете, как для артиста лицо. Руки все, с чем он будет бороться. Правая рука фактически нерабочая.
Федору делают обезболивающий укол, и он выходит против Мирка Филипповича. В первые минуты боя Емельяненко получает несколько ударов по корпусу и пропускает 2 жестких джаба. Бой длится 20 минут. За это время Федор ломает противника и физически, и психологически. Последние минуты Филиппович просто бегает от Емельяненко по рингу. Тогда ситуация была в Югославии. Очень много людей туда звонило, говорили спасибо. Мы-то думаем о спорте, а многие подразумевают и политическую какую-то подоплеку. И нам с ограниченным контингентом звонили, с французского даже легиона звонили. Там звонков было много интересных. Спасибо, славяне, братья. Хоть здесь мы дали почувствовать, что такое. Вот тут бы был не из-за этого интересен, а интересен в решении технико-тактических задач. Потому что Федор вышел с серьезными травмами. Где уже операцию, гипс накладывать. Каждый выход на ринг – это колоссальный стресс, это большое переживание. Это, вот знаете, вот как вот я вот за себя скажу, перед боем сидишь и думаешь, вот когда с Федором, думаешь, господи, ну зачем это надо, ну зачем, ну все уже вроде. Годом ранее Федор получает серьезную травму спины в бою с Кевином Рэндлменом. Тот поединок запомнился броском, который провел американец. Емельяненко буквально вошел головой в пол. Он Федора бросил, я считаю, запрещенным приемом на шею. Это запрещено. Броски разрешены только на скручивание. И Федор в падении травму получил, но сумел выйти, сделать болевой, а потом ходил, это я не мог повернуться. Бой пройдет, думаешь, блин, слава богу, ну, можно и еще. Вот. Нету легких боев. Он делает свою работу, и это самое страшное. Это самое опасное для его оппонентов. Они злятся, они пытаются его вывести из себя. Welcome! Емельяненко не такой, как все и в ринге, и за его пределами. Спокойный, уравновешенный, невозмутимый. Он ни разу не позволил себе оскорбления в адрес соперника. Никогда не отвечал на провокации. Многие себя позиционируют со стороны там разных шоу западных образцов, где американские бойцы там скачут, там в голосе там показывают, а потом выходят, ну что ж, хватит, это же шоу. А что я такого сказал? К своим словам нужно относиться серьезно, к любым сказанным словам, и отвечать за них также по-взрослому, чтобы эти слова, особенно это мужчин, не были словесным поносом, я извиняюсь за выражение. Все это укладывается в понятие русского характера. Ну, как бы вся страна такая, она особо, когда нет волнений вокруг, и она так себя тихо ведет. Начинают волноваться. Ну что, пойдем драться? Ну, пойдем. А вы же там смотрите, что у вас получится. Но обычно летят перья в разные стороны. Ну, я такой же человек, как и все, абсолютно. Со всеми такими же эмоциями. Просто с некоторыми стараюсь бороться, с негативными. Ну, скажем так, природно скромным он был всегда, то есть как бы за лишней там популярностью не стремился. То есть что было, то было. Тридцатилетие Федора Емельяненко отмечали шумно и весело. Поздравить чемпиона прилетели самые именитые бойцы. Емельяненко знают во всем мире. Во всем, но только не в России. Популярность этого вида спорта была за рубежом, но не у нас в России. Да, где-то проходили какие-то турниры, но они были очень низкого уровня и прочее, прочее. И когда Федор вышел на тот уровень, в Японии в данном случае, стали смотреть, о, да, это наш парень, это 5-10. Но в России-то этого не было. Мы отдыхали в Египте и поехали смотреть пирамиды.
Ну, приехали, смотрим на эти пирамиды, и останавливается автобус, откуда выходят японцы. Ну, им гид что-то рассказывает, показывает, и один из японцев поворачивается и... Федор! И эти японцы забыли про пирамиды, про гида, они просто развернулись, и все туда. В Японии культ Емельяненко. Его называют последним императором. После поединков в раздевалку к Емельяненко идут голливудские звезды, чтобы сделать фотографию. Майк Тайсон дает интервью, в котором признается, Федор – его любимый боец. Он восхищен русским. И сейчас Федя довольно-таки скромно живет. Вот. Бойцы вот его уровня, допустим, где-то, вот, они же совсем ведут и другой образ жизни, и живут по-другому. Федя спартанец. Вот. Даже когда он может позволить себе там много чего, он думает о близких, он помогает, он очень много помогает родственникам, знакомым, друзьям. Вот. Это человек, я вот таких, я вам скажу, я и не встречал, и даже не видел, и не слышал, что такие есть. Я не могу сказать, допустим, о Феде там желание уехать из Оскола. То есть, как бы, современная мода, что все стремятся уехать с периферии в столицу. Я такого не скажу. То есть, уехать можно было там гораздо раньше. То есть, звали, выступать-то начал, и известность он приобрел уже давно. Но перебрался, скажем так, в Москву на постоянное место жительства, уже когда стал советником министра. Апрель 2007 года. Санкт-Петербург. Федор Емельяненко выходит против Мэтта Линдланда. Тогда это событие назовут «Столкновение наций». В зрительном зале главный поклонник Федора Емельяненко – президент Владимир Путин. Ему нельзя было проигрывать. В него верила вся страна. Президент лично смотрел его бои. Это не каждому дано, чтобы президент обратил внимание. Когда это для тебя не шоу и не коммерция, что ты идешь зарабатывать просто деньги. Выиграл, проиграл, ты свой гонорар получил и ушел. А осознавать, что ты лицо страны, на тебя смотрит страна, и что ты просто-напросто должен приложить максимум усилий, чтобы добиться победы, это психологически в первую очередь тяжело. Чемпионов любят фанатично, самозабвенно. Любят так, что не допускают мысли о поражении. Великие не имеют права на ошибку и не должны разочаровывать публику. Ему могли простить одно поражение, но 3 подряд – это было слишком. Да, похоже, бой остановлен. Да, по ходу бой остановлен, и, к сожалению, для нас с тем результатом, на который мы с вами, дорогие друзья, точно никак не рассчитывали. Работать, замолачивать, не переводить. Спину, зачем? Федор в нокауте. Нет еще. Да, нокаут, вот и все. Нигде не любят проигрыш, к сожалению. Только те, кто был в этой шкуре, кто понимает, как это больно, как это обидно, как это неприятно, те это понимают. Основная масса, что нужно людям? Это хлеба, зрелище, это же общеизвестный факт. Когда проиграл Федя, вся страна была в шоке. Как? Когда проиграл второй раз, вообще, как? Вот тогда и пошли эти слухи, что хватит. Конечно, переживания есть своего рода, но совсем не такие. Совсем я делаю выводы из своих поражений, стараюсь понять, почему они произошли, и двигаться вперед, конечно. В 2012 году Федор в последний раз вышел в ринг. Тогда уже все знали, первый среди равных навсегда уходит из спорта. Федор, трибуны скандируют: не уходи! У Федора просто к тому времени накопилось такое количество травм, когда продолжать тренироваться дальше уже было невозможно без перерыва. Но никто ж не знает количество травм, принесенных операций. А если бы не было травм, то, поверьте мне, Федор бы еще годика 3-4 показал бы, что такое русский дух. Я думаю, его уход был от того, что просто устал. Есть такой момент у человеческой усталости, нужно было передохнуть, выдохнуть и взять новую высоту, что под силам Федору
человеку-легенде. Спасибо большое, конечно, за теплые слова. Я думаю, время пришло, и я ухожу. За этот красивый бой, за очередную победу! Россия, вперед! Я, честно сказать, лично я. Ну, слава богу. Все, ушел, да. Никто не переживал и никто не уговаривал. Все, наоборот, говорили, может, если бы он ушел бы раньше, никто бы слова не сказал. Новая страница в жизни Федора. Теперь он чиновник. В течение 3 лет Емельяненко активно ведет общественную работу. Он создает федерацию по смешанным единоборствам, дает мастер-классы, открывает спортивные залы и секции. За короткий срок Белгородская область становится Меккой, откуда выходят бойцы нового уровня. На чемпионате области по дзюдо почти все призовые места берут воспитанники из Старого Оскола. Емельяненко готовит смену тех, кто будет представлять страну на престижных чемпионатах. Если бы у нас ездили сильнейшие, как произошло, в принципе, в сборной команде по дзюдо, у нас результат не заставил себя ждать сразу 3 золота, серебро, бронза. Также, мне кажется, надо действовать и в других видах спорта. У нас сейчас создают культ такой российского бойца, который всех бьет. 9-0, 10-0 наши побеждают. Но посмотрите, что происходит на международных аренах и где наши бойцы находятся в мировом рейтинге. Все станет на свои места. Сейчас уже Сидельников, вот он на мир едет, братья Демковы, Самойлов, там и целая плеяда бойцов, которые как бы вот шли за Федором. Федор ко мне хорошо сразу начал относиться, по-дружески смеялись, шутили. Он для меня был все время, до по сей день. Это тренер, это близкий друг, это просто родной человек, наверное, уже стал. Не у всех такая возможность есть потренироваться с такими спортсменами. Он чему-то учит постоянно, что-то подсказывает, рассказывает. Полсбора у нас провел, нормально тренировался и сам выигрывал, и давал себя бросать ребятам. То есть он как обычный спортсмен. Никакой звездности, никакого выделения. И это подкупает многих ребят. Конечно, когда он в команде, это поднимает сразу дух команды. Я всегда говорил, что Федор – это дух нашей команды. Эффект разорвавшейся бомбы, иначе и не назовешь, вызвала новость о том, что Федор Емельяненко собирается вернуться в спорт. Громкая пресс-конференция в Токио собрала журналистов со всего мира. Как всегда, он спокоен, улыбчив, сдержан. Терпеливо отвечает на вопросы журналистов. Говорит, что готов к любому сопернику, что надеется на красивый и зрелищный бой. Покажите любого из спортсменов из любого вида спорта, который вышел, отсоревновавшись, зарегистрировал вид спорта, вывел его на уровень международного, где проводят чемпионаты Европы и мира, и вернулся опять повыступать. Он сейчас готовится. Ну, как бы психологический настрой у него есть его решение мудрого взрослого человека, поэтому кто бы что ни говорил, у него есть свое мнение, и он придерживается этого мнения. Лично я считаю, что все, что он сделал правильно. Он отдохнул, настроился. Это же не один день он обдумывал это решение, вернуться или не вернуться. Я лучше не вижу никого Федора в данный момент на ринге в этом дивизионе. По скорости рук нету равных. По умению бороться, я не знаю, что может помешать ему снова взять чемпионский титул. В свое время я добился всего, чего хотел, даже, наверное, о чем я не мечтал. Поэтому сейчас я стараюсь максимально хорошо готовиться. Конечно, это еще не конец, и мы еще побьемся.